Несмотря на то, что существуют бесконечные диеты, добавки и планы замены еды, которые, как утверждают, обеспечивают быструю потерю веса, большинству из них не хватает каких-либо научных доказательств. Однако есть некоторые научно обоснованные способы, как быстро похудеть естественным путем. Стратегии, которые действительно влияют на контроль веса, включают упражнения, отслеживание количества потребляемых калорий, прерывистое голодание и сокращение количества углеводов в рационе. Давайте рассмотрим 9 научно обоснованных эффективных методов похудения. Метод первый. Попробуйте прерывистое голодание. Прерывистое голодание – это режим питания, который включает регулярные кратковременные голодания и прием пищи в течение более короткого периода времени в течение дня. Несколько исследований показали, что кратковременное прерывистое голодание продолжительностью до 24 недель приводит к потере веса у людей с избыточной массой тела. Наиболее распространенные методы прерывистого голодания включают следующее. Альтернативное дневное голодание. Поститесь через день и ешьте нормально в неголодные дни. Разгрузочные дни включают в себя потребление 25–30% энергии, необходимой организму на протяжении дня. Диета 5 на 2. Голодайте 2 раза из 7 дней. В разгрузочные дни съедайте 500–600 калорий. Метод 16 на 8. Голодайте 16 часов и ешьте только в течение 8-часового окна. Для большинства людей 8-часовое окно будет примерно с полудня до 20:00. Исследование этого метода показало, что прием пищи в течение ограниченного периода приводит к тому, что участники потребляют меньше калорий и теряют вес. Лучше всего при этом принять режим здорового питания в неразгрузочные дни во избежание переедания. Второй метод. Следите за своим питанием и упражнениями. Если кто-то хочет похудеть, он должен знать обо всем, что он ест и пьет каждый день. Самый эффективный способ сделать это – регистрировать все, что вы употребляете в журнале или онлайн-трекере еды. По оценкам исследователей, еще в 2017 году к концу года было загружено 3,7 миллиарда приложений для здоровья. И это неспроста, так как отслеживание физической активности и похудания на ходу может быть эффективным способом управления весом. Обнаружено положительную корреляцию между потерей веса и частотой наблюдения за приемом пищи и физическими упражнениями. Даже такое простое устройство, как шагомер, может быть полезным инструментом для похудения. Метод третий. Ешьте осознанно. Осознанное питание – это практика, при которой люди обращают внимание на то, как и где они едят. Эта практика может позволить людям наслаждаться едой, которую они едят, и поддерживать здоровый вес. Поскольку большинство людей ведут напряженный образ жизни, они часто склонны быстро есть на бегу, в машине, работая за своим столом и смотря телевизор. В результате многие люди почти не осознают, что едят. К методам осознанного питания относятся: сесть, чтобы поесть, желательно за столом, обратите внимание на еду и получайте удовольствие, избегайте отвлекающих факторов во время еды, не включайте телевизор, ноутбук или телефон. Ешьте медленно, найдите время, чтобы пережевывать пищу и наслаждаться ей. Этот метод помогает похудеть, так как дает мозгу человека достаточно времени, чтобы распознать сигналы о том, что он сыт, что может помочь предотвратить переедание. Обдуманный выбор продуктов питания. Выбирайте продукты, богатые питательными веществами, и те, которые будут приносить удовольствие в течение нескольких часов, а не минут. Метод четвертый. Употребляйте протеин на завтрак. Белок может регулировать гормоны аппетита, помогая людям чувствовать себя сытыми. В основном это происходит из-за снижения уровня гормона голода грелина и повышения уровня пептида гормона сытости. Гормональные эффекты от завтрака с высоким содержанием белка могут длиться несколько часов. Хороший выбор для завтрака с высоким содержанием белка включает яйца, овес, масло из орехов и семян, кашу из киноа, сардины или пудинг из семян чиа. Метод пятый. Сократите потребление сахара и рафинированных углеводов. Избыток глюкозы попадает в кровь и вызывает выработку гормона инсулина, который способствует накоплению жира в жировой ткани. Это способствует увеличению веса.
По возможности люди должны менять переработанные сладкие продукты на более полезные для здоровья варианты. Хорошие обмены продуктами питания включают в себя следующее: цельнозерновой рис, хлеб и макароны вместо белых версий. Фрукты, орехи и семена вместо закусок с высоким содержанием сахара. Травяные чаи и вода, настоянная на фруктах, вместо газированных напитков с высоким содержанием сахара. Смузи с водой или молоком вместо фруктового сока. Метод шестой. Употребление большого количества клетчатки. Пищевые волокна – это углеводы растительного происхождения, которые невозможно переваривать в тонком кишечнике, в отличие от сахара и крахмала. Включение большого количества клетчатки в рацион может усилить чувство сытости, что может привести к потере веса. К продуктам, богатых клетчаткой, относятся цельнозерновые хлопья для завтрака, цельнозерновые макароны, цельнозерновой хлеб, овес, ячмень и рожь. Фрукты и овощи, горох, фасоль и бобовые, орехи и семена. Метод седьмой. Балансировка кишечных бактерий. Одна из новых областей исследования – это роль кишечных бактерий в регулировании веса. В кишечнике человека обитает огромное количество разнообразных микроорганизмов, в том числе около 37 триллионов бактерий. Некоторые продукты могут увеличить количество полезных бактерий в кишечнике, в том числе большое разнообразие растений. Люди должны стараться, чтобы овощи и другая растительная пища составляла 75% их еды. Ферментированные продукты. Они усиливают функцию полезных бактерий, подавляя рост вредных. Квашеная капуста, кимчи, кефир, йогурт содержат хорошее количество пробиотиков. Ученые изучили кимчи, и результаты исследований показывают, что оно обладает эффектом против ожирения. Точно так же исследования показали, что кефир может способствовать снижению веса у женщин с избыточным весом. Пребиотические продукты стимулируют рост и активность некоторых полезных бактерий, которые помогают контролировать вес. Пребиотическая клетчатка содержится во многих фруктах и овощах, особенно в корне цикория, артишоке, луке, чесноке, спарже, луке-пореи, банане и авокадо, а также в зерновых, таких как овес и ячмень. Метод восьмой. Хорошо высыпаться. Многочисленные исследования показали, что сон менее 5-6 часов в сутки связан с увеличением числа случаев ожирения. На это есть несколько причин. Исследования показывают, что недостаточный или некачественный сон замедляет процесс преобразования калорий в энергию, называемый метаболизмом. Когда метаболизм менее эффективен, организм может накапливать неиспользованную энергию в виде жира. Кроме того, плохой сон может увеличить выработку инсулина и кортизола, что также способствует накоплению жира. Продолжительность сна также влияет на регуляцию гормонов лептина и грелина, которые контролируют аппетит. Лептин посылает в мозг сигналы о насыщении. И девятый метод – управления уровнем стресса. Стресс вызывает выброс гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые изначально снижают аппетит, как часть реакции организма на борьбу или бегство. Однако, когда люди находятся в постоянном стрессе, кортизол может оставаться в кровотоке дольше, что увеличит аппетит и может привести к тому, что люди будут есть больше. Кортизол сигнализирует о необходимости пополнить запасы питательных веществ в организме за счет предпочтительного источника топлива, которым являются углеводы. Затем инсулин переносит сахар из углеводов из крови в мышцы и мозг, и если человек не использует этот сахар в борьбе или бегстве, организм будет хранить его в виде жира. Некоторые методы борьбы со стрессом включают йога, медитация, техники дыхания и релаксации, проводить время на свежем воздухе, например, гулять или заниматься садоводством. И важно помнить, что когда дело доходит до потери веса, быстрых решений не существует.